Привет, друзья! Это Олег и Рокси на канале MBS Electronics. Если кто не знает, Рокси — это моя рыжая турецкая кошка. Сегодня мы с вами попробуем сделать небольшие компьютерные звуковые колонки, полностью напечатав их на 3D принтере. Колонки эти не моя разработка. Проект давно лежит на Thingiverse, известный сайт, на котором можно скачать различные модели для 3D-печати. Давно хотел повторить эти колонки, и вот наконец-то решился. На протяжении нескольких лет автор сделал 3 или 4 варианта вот этих колонок. Мне понравилась версия номер 2, вот это то, что вы сейчас видите на экране. Вот так выглядит версия номер 3. Автор назвал ее Nautilus, потому что она напоминает раковину моллюска. Видите, динамик устанавливается вот таким вот образом там, а фазоинвертор направлен в сторону, в бок. Ну вот здесь видно внутренности этой версии, такой закрученный лабиринт, как у улитки. И последний вариант — это версия 4, шарообразные колонки. Вот такие красивые. Кстати, вот у этой версии есть несколько преимуществ. Самое главное, то, что они печатаются, если у вас принтер позволяет, достаточный размер столика, то эта штука печатается за один раз, не нужно собирать никак, просто устанавливаете динамик и все готово. Тоже интересный вариант. Наверное, когда-нибудь я напечатаю эту штуку, но у меня принтер, к сожалению, не позволяет напечатать в оригинальном размере эти колонки. Их размер превышает размер моего столика. У меня 18 на 18. Можно, конечно, разрезать модель, о чем речь пойдет позже, но теряются все преимущества печати из одной детали. Также считается, что шарообразная форма — это самый такой естественный, оптимальный вариант с точки зрения звука. Для звуковой волны вот лучше всего шарообразный корпус. В конце концов, я решил напечатать вот эту версию, которая версия номер 2. Для того, чтобы сделать эти колонки, нужно распечатать несколько деталей. Вот такой список STL файлов вы получаете после того, как скачаете архив. Вот это самая главная деталь, собственно, это корпус колонки. Видите, вот так она устроена внутри. Там есть вот такой своеобразный лабиринт. Не знаю, как автор это делал, или он это все рассчитывал с помощью какого-то софта, или просто делал методом научного тыка, так сказать, методом экспериментов. Я давно уже видел этот проект, и мне всегда хотелось попробовать, как это будет звучать. Если вы почитаете описание на Thingiverse, там автор утверждает, что вот такая конструкция колонок позволяет добиться качественного звучания при небольших габаритах корпуса. Автор также пишет, что звучание колонок сильно зависит от того, какой динамик вы туда поставите и насколько качественно будет сама головка. Это естественно и очевидно. И вот мы с вами сегодня будем делать, собственно, эксперимент. Стоит ли вообще заморачиваться и печатать эту штуку? В наборе файлов есть еще вот такая модель. Это ножки колонки. Я не стал их печатать. Колонка у меня просто стоит на столе. Еще один файл, который стоит напечатать, это вот такая накладка декоративная. Устанавливается на лицевую панель и закрывает отверстие, вот это крепление динамика. Динамик у нас закреплен изнутри колонки. И еще 2 модели — это боковые стенки. Их нужно распечатать в том случае, если мы хотим сделать колонки, полностью напечатанные на 3D принтере. Боковые стенки можно также, например, сделать из фанеры. Автор пишет, что это хорошо для звука. Этих стенок 2 у нас на самом деле, потому что они не одинаковые, у нас левая и правая. Форма у них не совсем симметричная, и, так сказать, левая является зеркальным отражением правой. Еще в комплекте есть моделька вот такой ручки для потенциометра. Я ее не печатал, потому что колонки у меня пассивные. Я не встраивал туда усилитель. Усилитель у меня есть отдельный, который мы с вами делали в предыдущем видео на канале. Усилитель класса D. Ссылка на это видео будет в описании. Тем не менее, есть вот такая симпатичная моделька ручки для потенциометра, которая пригодится в хозяйстве.
Ну что ж, друзья, решили мы с Roxy приступить к печати. Закидываю я модель корпуса в Prusa Slicer и вижу, что она не влазит на мой столик. Получается, что без разрезания модели на куски и печати их по отдельности не обойтись. Ну, потом, естественно, придется эти куски склеивать. Можно было отрезать небольшую боковую часть, чтобы модель поместилась на столике, потом распечатать ее отдельно и приклеить к основному корпусу. Сначала я так и сделал, нарезал модель большую, вот этот большой кусок, и слайсер показал, что модель будет печататься 16 часов. Казалось бы, ну и пусть печатается 16 часов, но проблема в том, что здесь у нас бывает отключают электричество. И если электричество отключат где-то там под конец печати, то вы потеряете напечатанную модель и примерно 300 грамм филамента. Хоть у современных принтеров и есть функция возобновления печати после пропадания электричества, но не факт, что после того, как столик остынет, модель не оторвется от этого столика. И потом нормально допечатать ее будет практически невозможно. В конце концов, я разрезал модель на 4 примерно одинаковых куска. В Prusa Slicer есть такая функция. Вот сначала разрезал вот так пополам, а потом еще каждую половинку модели разрезал еще пополам. Получилось 4 вот таких части модели. Каждую часть я отдельно экспортировал в свой STL файл. Потом уже по отдельности закидывал в Prusa Slicer, нарезал и отправлял на печать. Несколько раз подбирал скорость печати и коэффициент заполнения, пока результат меня не устроил. Естественно, боковые стенки тоже не вписались в размер моего столика 18 на 18. Каждую боковую стенку я разрезал на 2 части, примерно одинаковые. Разрез я делал вот так вот такой косой разрез по диагонали, для того, чтобы увеличить прочность последующего склеивания. Печатаю оранжевым PETG пластиком. Высота слоя 0,28, высота первого слоя 0,3, сопло родное 0,4 мм. Ретракт отключил для ускорения печати. Заполнение 18%. Печать каждого куска корпуса примерно 4 часа. В общей сложности 16 часов на одну колонку. Это не считая боковых стенок. На них, и точно не помню, кажется, было где-то по 1,5 часа на каждую. Боковые стенки напечатал вот таким серым пластиком, тоже PETG. Того же производителя, что и оранжевый пластик. Это филамент узбекского производства, который я купил здесь на местном маркетплейсе. Если предположить, что мы печатаем одной катушкой пластика, одним цветом, то у вас уйдет примерно 1 катушка, то есть около килограмма пластика на печать этих колонок. Вот с такими параметрами. На самом деле чуть меньше килограмма, но где-то около того. Надо рассчитывать, что уйдет катушка пластика. После печати нужно аккуратно склеить части между собой. Склеивать буду на балконе, потому что используется не очень полезный для здоровья дихлорметан. Сегодня здесь в Фергане хорошая погода, замечательная, солнышко. Под балконом на улице у меня растет в изобилии вот такая спелая, сочная, вкусная хурма, которую никто не собирает. Я тут смотрю, как птицы ее клюют, какие-то вороны. А Roxy будет помогать мне склеивать корпус. Начнем клеить с боковых стенок. Вот таким вот образом у нас будет шов наискосок. Дихлорметан — это, конечно, не клей, это просто растворитель. И фактически он не очень хорошо растворяет PETG пластик. В какой-то степени нас выручает слоистая структура модели, напечатанной на 3D принтере. Я промазываю склеиваемые поверхности 3-4 раза. Дихлорметан очень быстро испаряется, поэтому нужно промазывать несколько раз, чтобы растворитель впитался в поверхностный слой детали. После того, как поверхность слегка размягчается, мы просто берем и вот так
прижимаем склеиваемые поверхности друг к другу. Надо довольно сильно надавить, можно немного подвигать вперед-назад, и на самом деле довольно хорошо это все потом держится. Я не стал бы пробовать этот шов на излом, думаю, он не очень прочный, но когда модель мы соберем, когда будет много склеенных поверхностей и они будут поддерживать друг друга, то в итоге наша колонка будет довольно прочной. Главный геморрой — это, конечно, склеивание вот этого основного корпуса. Вот когда я пожалел о том, что у меня на моем принтере Flying Bear Eon 2 такой не очень большой размер стола. Вот как-то так это должно будет выглядеть после склеивания корпуса. Но на самом деле ничего сложного в этом нет, просто надо действовать аккуратно и быстро. Можно потом дополнительно промазывать дихлорметаном швы после склеивания уже для усиления. Можно пролить швы суперклеем, будет еще лучше. Но изначально склеивать суперклеем вместо дихлорметана я бы не советовал. Пластик PETG не очень хорошо получается. Дихлорметан прочнее склеивает. Дихлорметан можно купить в магазине, я просто заказал его на Озон. Вот такая большая бутылка, ее хватит вам очень-очень надолго. Если, конечно, не печатать такие колонки каждый день. Кстати, PLA пластик, он растворяет, прям как ацетон растворяет ABS. Можно, кстати, сделать такой клей для филамента, растворить в дихлорметане кусочки PLA пластика. PETG у вас не получится растворить, дихлорметан его просто размягчает, будет как тесто там плавать. Наконец-то все у нас готово, можно устанавливать динамики и клеммы. Обратите внимание, что левую боковую стенку я сразу намертво приклеил к колонке. Правую стенку мы будем устанавливать после того, как мы закрепим там динамик. Как я закреплял правую стенку, я расскажу чуть позже. Там свой отдельный геморрой. Эй, Рокси, хватит смотреть в окно на хурму. Давай, слезай оттуда, пойдем распаковывать наши динамики. Рокси говорит, что ей нет дела до динамиков, лучше она пойдет что-нибудь поест. Динамики я заказывал на AliExpress. Вот так они были упакованы. Довольно известная марка AIYIMA, да, как-то так произносится, наверное. Ссылка на официальный магазин этой марки будет в описании. Можете подобрать там себе динамики. Я выписал вот такие. Это 3-дюймовые динамики, наверное, одни из самых дешевых, 5-ваттные. 5 ватт номинальная мощность каждого динамика. Сейчас я думаю, что, наверное, надо было купить динамики помощнее. Там были тоже в магазине AIYIMA были динамики и по 25 ватт с сопротивлением 8 Ом. Такие с большими магнитами, но для эксперимента я выписал вот такие практически самые дешевые, но вот именно вот этой фирмы AIYIMA. Они четко подходят по размеру, и автор проекта, он как раз рассчитывал их на вот такие динамики этой фирмы. 2 динамика обошлись мне $12, включая доставку до Ферганы. Почему-то в Узбекистан с AliExpress практически на весь товар платная доставка. При выборе динамиков нужно обязательно искать динамики широкополосные. Они по-английски у них называются Full Range. Чтобы случайно не выписать среднечастотные головки, которые используются в многополосных акустических системах. Нам нужны именно широкополосные Full Range динамики. Сейчас, наверное, я бы выбрал побольше мощности, ватт 10, 15, 25 ватт. Вот есть такого же размера в этом магазине AIYIMA. Но они будут, наверное, раза в 2 или даже в 3 дороже. А заявленное сопротивление, точнее импеданс этих динамиков 4 Ома. Давайте проверим исправность звуковой катушки динамика. Я подключаю мультиметр в режиме омметра, и видите, он показывает 3,2 Ома. Дело в том, что указанные для динамиков 4 Ома — это не сопротивление постоянному току. Это так называемый импеданс. Чем отличается вкратце сопротивление от импеданса? Сопротивление мы измеряем на постоянном токе, вот как это делает наш прибор. А импеданс для динамиков стандартно измеряется на частоте 1000 Гц.
Импеданс – это комплексное сопротивление, которое измеряется на переменном токе. И чем выше частота этого переменного тока, тем выше будет вот это сопротивление, импеданс. На стандартной частоте 1000 Гц или 1 кГц вот этот динамик у нас покажет ровно 4 Ома. Если бы у нас был такой прибор, который измеряет не сопротивление, а именно импеданс. Сопротивление у нас обозначается буквой R, а импеданс обозначается буквой Z. Заднюю панельку, на которой будут устанавливаться клеммы, я буду прикручивать довольно крупными саморезами. Кажется, у них диаметр 4,2 или 4,3. Поэтому я рассверливаю отверстия, которые есть в корпусе, сверлом на 4. Задняя панель — это та модель, которую я сам нарисовал в программе FreeCAD и распечатал тоже на 3D принтере. Это единственная деталь, которую я сам спроектировал для этих колонок. Передняя накладка четко соответствует отверстиям на нашем динамике. Динамик буду прикручивать 4 винтами на М3. Да, 4 винта, 4 гайки нам нужно на каждую колонку. Динамик нужно закрепить таким образом, чтобы клеммы были направлены вверх, чтобы мы могли потом припаять к ним провода. Боковую стенку я буду приклеивать на двухсторонний скотч. Вот на такой прозрачный силиконовый двухсторонний скотч, который продается в любом хозяйственном магазине. Можно было бы, конечно, приклеить на дихлорметан, но потом, в случае чего, отодрать будет невозможно, практически без повреждений. Вдруг потом захочется поменять динамики или проводок вдруг оторвется. Можно было бы закрепить на винтах, но я не советую сверлить в этом корпусе отверстие, потому что он напечатан с очень низким заполнением. Фактически туда в шуруп будет проваливаться в пустоту у вас. Для крепления стенки на шурупах нужно заранее это продумывать и печатать в тех местах, куда вы хотите вкручивать шурупы, нужно печатать с заполнением 100%. Кстати, в Prusa Slicer есть такая функция. Можно задать модификаторы и в любом месте модели увеличить заполнение до 100%. Я приклею стенку на вот этот двухсторонний скотч. Он хорошо держит, он довольно пластичен. И в случае необходимости можно будет аккуратно отодрать это все и что-то заменить внутри колонки.
После нанесения двухстороннего скотча можно приклеить стенку. Нужно помнить, что здесь у вас практически одна попытка. Ну или, так скажем, 1,5 попытки. Нужно сразу установить стенку правильно на ее место. Надо прицелиться, в общем. Прицелились, прижали. Можно положить под небольшой груз на пару часов. Тогда четко все будет заклеено. Я не клал под груз, просто обжал руками, и все нормально держится. Вот таким вот образом. Там выступает где-то вот этот силиконовый скотч. Самый удобный вариант, как его обрезать, это вот такими радиотехническими кусачками. Канцелярским ножом очень неудобно, потому что скотч этот будет приклеиваться к ножу, и он его фактически не будет отрезать. Ножницами тоже неудобно, а вот такими бокорезами очень даже хорошо откусывается. Вот они, наши колоночки, готовые, собранные. Осталось подключить к ним усилитель и подать какой-то музыкальный сигнал. Сейчас вы слышали, это запись того, как звучат колонки, просто на микрофон видеокамеры. Камера Sony стоит перед колонками и записывает изображение и звук. Поскольку микрофон видеокамеры плохо передает общую картину звуковую, что я могу сказать вот с точки зрения своих ушей? Мне понравилось, как колонки звучат по верху, по верхней середине. Если вы смотрели мой предыдущий ролик про старые советские колонки S30, это вот как раз то, чего мне не хватало для картины звука по сравнению с S30. Низких частот, конечно, хотелось бы побольше, их маловато у этих колонок и у этих динамиков. Скорее всего, это из-за динамиков, ну и, собственно, от таких маленьких колонок с таким маленьким объемом трудно было бы ожидать сабвуферного такого низа, даже несмотря на эту улитку, лабиринт, который внутри у них. Я считаю, что эксперимент с колонками удался. Они звучат, по крайней мере, посередине и верхам, они звучат гораздо лучше, чем вот те компьютерные колонки из магазина HP, которые у меня стоят на кухне. Но для полноценного звука им нужен небольшой сабвуфер. Думаю, скоро мы с вами его тоже сделаем. А вообще, в качестве сателлитов для сабвуфера, ну просто идеальные колонки. И сейчас я думаю, что, наверное, мне надо было не жалеть денег, а заказать сразу хорошие, более мощные динамики, ватт на 25. В том же самом магазине AIMA на AliExpress. Но, в общем-то, и эти динамики тоже работают хорошо за свои деньги. Обязательно, друзья, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого экспериментального проекта. Сделали бы вы себе такие колонки? Подписывайтесь на канал MBS Electronics. Задонатить моей помощнице Рокси на курицу можно по ссылочке. Связаться со мной можно в нашем телеграм-канале. Все ссылки будут в описании, как всегда. Ну что ж, пока-пока, друзья. Всех благ.